Друзья, дорогие уважаемые скорпионы, у нас сегодня с вами тест гадания. Три случайные карты. Это гадание мы дополним еще и сказкой на ночь. Сказка будет не случайная, а та, которую я выбрала для вас. Но прежде, вот скажите, попробуйте подумать, какой мистической способностью, сказочной способностью лично вы хотели бы обладать. Ну, сказочные способности бывают разные. Это становиться невидимым или превращать одним прикосновением камень в золото. Вообще, по результатам опросов лидирует способность есть все и не толстеть. Я присоединяюсь, плюсую, но я бы для себя, наверное, хотела еще способность не реагировать на температуру окружающей среды. Не существовать только в заданном температурном диапазоне. Мне кажется, вот мою бы личную жизнь это очень обогатило и украсило, и сделало бы ее намного более эффективной. А вы напишите в комментариях, какая вот вас привлекает магическая, сказочная, мистическая способность. Три случайные карты. Они расскажут скорпионам про текущее положение дел, дадут советы, обратят внимание на что-то, расскажут вам про то, что вы не хотите замечать или не хотите видеть из происходящего, немножко предскажут будущее, немножко вскроют настоящее, может быть, и о прошлом дадут какое-то представление. Ну и главное назначение для нас этих трех карт в том, чтобы мы услышали советы, потому что вы знаете, что карты Таро, помимо предсказаний, очень любят давать советы. Я делаю в Инстаграме, в Телеграме гадания на каждый день. В основном, признаюсь, даже для себя, потому что люблю день проживать и вот под советами карт. Я надеюсь, что это, как и мне, многим помогает. Советы будут и для вас, для скорпионов, на текущее время, какой-то обозримый период впереди и на настоящее. Три колоды карт. Выбрала для вас покрупнее, большого формата карты, чтобы вам было видно картинки. Вот такие вот карты с золотым боком. Следование ангелам они называются. Очень интересные. Золотое Таро. Достаточно добрые, правильные карты с понятными, красивыми иллюстрациями. И совсем уже раритетная, редчайшая колода. Очень старые карты Таро Кроули. Интересна их история до меня, их история интересна в моих руках. Ну, видите, по внешнему виду можно догадаться, что карты эти используются очень давно, а эта колода такая откровенная. Крайне редко их достаю, но вот по случаю достала. Три колоды перед нами. Из каждой по одной карте я достану, а вас прошу, конечно, подумать о своем, чтобы это гадание оказалось для вас каким-то личным, близким, откровенным, полезным. Подумайте о своем. Вот что вас больше всего беспокоит? Это может быть личная жизнь, работа, творчество, что угодно. Или скорпионов, скорее всего, волнует все вместе. Да? Все вместе. Потому что скорпионы, люди, конечно, очень масштабные. И на мелочи вы не размениваетесь. Если о чем-то волнуетесь, то это какая-то такая проблема комплексная, которая включает в себя и эмоциональную составляющую, материальную составляющую. Это и глубины самокопания, глубины, в которые вы закапываетесь, глубины собственной души. Это и внешний мир, и поверхностные внешние обстоятельства. Наверное, именно поэтому из-за вашей такой содержательности, особенно редкой, вы и остаетесь загадкой для окружающих. Да? Ну, нет такого человека, который понял, угадал или предсказал скорпиона. Кстати, я только вот не знаю, а сами-то скорпионов понимают и предчувствуют? Вот тоже напишите, ответьте, если у вас есть такой опыт, если вы сами скорпион, и скорпионы вокруг вас, вот вы их понимаете, вы можете их
как-то так интуитивно, по-родственному считывать. Потому что другим знаком это точно не дано. Я волнуюсь, я хочу вытащить для вас хорошие карты, счастливые, с самыми яркими, добрыми предсказаниями. Мое желание может не совпадать с вашим. Ну, первая карта для Скорпиона. Раз. Ого! Видите, я загадала, я захотела. Карты меня немножко слушаются. Колесо фортуны. Самая счастливая карта в колоде. Старший аркан. Описывает эта карта счастливую судьбу, но обо всем позже. Детали позже. Детали мы пока откладываем. Дальше золотое таро. Здесь уже пояснение и детали, хотя может быть, не знаю. Вторая карта для вас. Семерка жезлов. Да, она немножко противоречит, она немножко как будто в стык идет с первой картой, с колесом фортуны, но мы во всем разберемся. И третья колода, я понятия не имею, что там происходит на втором этаже, какой-то страшный грохот. Шевеление. Так. Это девятка жезлов, семерка жезлов и девятка жезлов. Ну, да, более или менее понятно, но сейчас я к вашему терпению взываю. Благо, Скорпионы очень терпеливые люди, даже излишне иногда терпеливые. Ну вот, послушайте сказку. Она, кстати, совсем короткая, я вас не буду долго испытывать. Выпуск из бывших студентов, которые которые теперь уже достигли успехов на профессиональном поприще, выпуск пришел, или студенты пришли к своему преподавателю в университет. Разговор скоро закрутился вокруг стресса на работе и в жизни. И все начали оплакивать свои трудности, свои проблемы, коих много у всех, да? И профессор предложил гостям кофе. Он сервировал в большом чайнике кофе и поставил на стол много разных, очень разных чашек. Там были, тут я кое-чего не понимаю, конечно, там были чашки пластмассовые, стеклянные, керамические, там, фарфоровые. Некоторые совсем обыкновенные, а другие очень-очень дорогие. То есть, представляете, да, такой набор из разной посуды садови на болгарском. Это начиная от пластиковых стаканчиков до каких-то таких антикварных чашек старинных, например, с позолотой. Вот этот весь набор оказался на столе, и тогда он предложил гостям наливать кофе, в общем, разбирать эти чашки, наливать кофе в них. И после того, как каждый бывший студент оказался с чашкой в руке, профессор сказал: внимательно теперь посмотрите, что каждый из вас выбрал себе самую дорогую чашку, до которой смог дотянуться. И никто не взял обыкновенную чашку, обыкновенный стакан. Тут я уже представляю, да, что там эмалированные железные кружки тоже были. Вот. И так вот, знаете, пока вы ищете для себя самого доброго, самого хорошего, стресс и проблемы вас не отпустят, они не остановятся. Видите ли, стоимость чашки, которую вы выбрали, совершенно не влияет на качество кофе, который вы пьете. Во всех случаях чашка – это только лишь сосуд, который этот кофе содержит. А для вас имеет значение только кофе, то есть содержимое. Но вы сознательно выбираете самые лучшие чашки.
и стремитесь, чтобы выбрать даже получше чашку, чем у других. И вот поэтому подумайте, жизнь ваша – это кофе, а работа, деньги и положение в обществе – это чашки, чашка. И чашка – это просто предмет, который содержит жизнь, но совершенно не определяет качество этой самой жизни. Поэтому меньше смотрите на чашку, а больше радуйтесь кофе, тому кофе, которое дает вам Бог, дарит вам Бог. Бог варит для вас кофе, но Бог не делает эти чашки. Примерно так, да? Поэтому наслаждайтесь кофе, не глядя на сосуд, на чашку. И мораль здесь такая. Самые счастливые люди не те, которые имеют самое лучшее, а те, которые считают лучшим то, что имеют. Мораль такая популярная, распространенная, то есть мы все это слышали и знаем, но редко вспоминаем. Пусть это сказка, я надеюсь, что она очень к месту вам прозвучала, напомнит скорпионам, о ценностях, да, в очередной раз научит отличать зерна от плевел. Мы все в этом нуждаемся, и всегда, каждый день. Потому что природа человека, вот сказка не случайная, природа человека такова, что мы все тянемся за дорогими чашками. Хотела достать дорогую чашку, но у меня недоступны они в шкафу. Итак, друзья скорпионы, с замиранием сердца колесо фортуны вам выпадает. Ну что сказать, очень многие люди почти, кстати, как чашки, да, самые лучшие, мы хотим как самую лучшую чашку вытащить и отхватить. Точно так же мы, когда гадаем, это общее гадание или личное, персональное, мы хотим самые лучшие карты, чтобы выпали, да? А это так не работает. Однако, вам повезло. Случай на вашей стороне. Колесо фортуны открывает для вас очень счастливую полосу в жизни. И, скорее всего, поскольку наше гадание отчасти на настоящее, вы сейчас в этой лучшей полосе и находитесь. То есть колесо фортуны – это некий вечный двигатель, который вращается независимо от ваших ожиданий или чьих-то ожиданий к вам. Колесо фортуны меняет вашу жизнь, не дает этой жизни застаиваться и непрерывно, как, знаете, колесо обозрения, для тех, кто в детстве катался, непрерывно, медленно, но верно поднимает вас вверх. И поднять может настолько высоко, что у вас просто захватывает дух, кстати. Как и в колесе обозрения, здесь тоже полезно оказаться в одной кабинке с нормальными, адекватными людьми, а не с теми, которые начнут эту кабинку раскачивать или, знаете, да, или бросать предметы вниз. Это так, отступление лирическое. Это просто посмотрите, кто рядом. Посмотрите на свое окружение, потому что в такие моменты, когда ваша судьба преобразуется, очень-очень важно, кто рядом с вами, кто поддерживает вас или кто вам сопутствует в этих ваших переменах. А колесо фортуны в целом, знаете, так легко скорпионам говорит о везении, вам сейчас везет. И насколько карты смотрят впереди, в ближайшее будущее, вам будет продолжать вести. Продолжает вести. Это везение такое может выглядеть достаточно своеобразным, но это я уже учитываю соседние карты, которые позже. Однако стоит каждый день, каждое утро, наверное, настраиваться на то, что вы не просто живете сейчас, а проживаете какой-то важный, ответственный жизненный момент, фрагмент судьбы, про который потом вам будет интересно и самим вспоминать, и внукам рассказывать. Колесо фортуны обещает успех в самых разных начинаниях, в любых. То есть, если для вас сейчас важно, скажем, найти работу или состояться в работе и в профессии, то, безусловно, это как раз про это. Вам везет с вакансией, вам везет с собеседованием, вам везет в том, что вы эту самую работу нашли.
Если ваши чаяния, страдания про личную жизнь, про любовь, то колесо фортуны обещает и здесь что угодно, от нового интересного знакомства до буквально скорого какого-то брака. То есть колесо делает круг, колесо прекращает одиночество для вас, и вот вы уже оказываетесь в паре. Если вы одержимы какими-то творческими начинаниями, или начинаете новый бизнес, то вы и за это можете браться с чистой совестью и с легким сердцем, потому что судьба, фортуна на вашей стороне. Все и вся и все, да, стремятся вам помогать. Эта карта обещает и хороших людей вокруг, и правильных ангелов-хранителей вокруг. Карта говорит, что вы окажетесь в нужное время, в нужном месте. Это одно большое везение, может быть, знаете, ну вот такое, типа выигрыша в лотерею. А это может быть набор небольших таких эпизодов, везучих, которые складываются в какую-то такую вот интересную историю. Кстати, колесо фортуны дает советует не слишком вмешиваться в ход событий. То есть все должно идти очень-очень по судьбе. Но, кстати, вот я придерусь к этому как раз слову «не слишком вмешиваться», потому что дальше вам выпадают две карты. Очень интересная пара. 9 жезлов и 7 жезлов. А вот они как раз деятельные. То есть сейчас в вашей жизни очень важен баланс между принятием и принятием, да, судьбы, принятием вот происходящего вокруг. И это принятие должно быть довольно безоценочное. То есть колесо фортуны предполагает от вас определенный фатализм, то есть доля фатализма какая-то должна быть. Вы должны очень не оценивать события, явления людей и не делить на хорошие и плохие. А 7 жезлов спешит к вам советом. Говорит, но сейчас лучше любые действия, чем никаких. Это хлопотная карта, и она называется доблесть. Она буквально советует вам хлопотать, ничего не бояться, верить в себя. Ну, знаете, такие избитые, банальные фразы, да? Верить в себя. Ну, что такое? Со всех сторон нам говорят, какое видео на Ютубе не откроешь, да, по саморазвитию, там все время говорят, ну, верьте в себя. Что это значит вообще, верить в себя? Вот. Поэтому более конкретно, более прикладной смысл карты – деятельность. В классическом варианте, там, где с человеческими фигурками иллюстрации, на 7 жезлов всегда один человек, важно один, потому что карта адресуется, она обращается именно к вам, к вопрошающему, не коллективу ни в коем случае. Один человек, который вот так вот палкой заталкивает в яму недругов своих. Недругов не видно, только там их оружие какое-то торчит. Вот смысл карты в этом. Она как бы приободряет вас в любых начинаниях и говорит, здесь имеет место гонка за лидером. Вы уже лучше других, и вы очень многих обогнали, и поэтому можете себе позволить все. Важно не останавливаться, то есть вы проиграете только если решите сдаться. Мне кажется, что 7 жезлов дает очень хороший, интересный совет в любовных историях, в любовных отношениях. Например, когда есть в наличии конкуренция. Вот, например, вы начинаете отношения с мужчиной, с каким-то молодым человеком, популярным. Вот он по разным причинам популярен, вот у него много женщин. Все жаждут его внимания, и коллеги по работе, и соседки, и там какие-то школьные подруги, да? И вы посмотрите на всю эту историю, на весь этот хоровод его окружающий, и скажете, так, ну нет, мне это не надо, потому что я конкурировать, значит, со всем этим набором не хочу. Вот. А 7 жезлов как раз рекомендует. Она не говорит, конкуренция – это 5 жезлов, да? А здесь конкуренция уже преодоленная. Это момент, когда вы должны понять, что вы лучше всех, что, по сути, судьба и этот молодой человек выбрал вас. А вам остается только вот, ну, как бы этому поверить и
всю эту историю воплотить и поддержать. 9 жезлов здесь есть. Она вот эту вот 7 достаточно логично продолжает. По сути, здесь значение карт похожее, только 9 старше, соответственно, она и вас возносит или ставит ваши усилия, ценность ваших усилий на более высокую какую-то ступень. Эта карта проверяет вас на личную силу. По 9 жезлов некий персонаж отправляется за сокровищем по дороге, убивая дракона или драконов и взбираясь на самые высокие башни. Понимаете, 9 жезлов призывает и вас к подвигу. То есть вот что бы сейчас в вашей жизни не происходило, к чему бы вы ни стремились, чего бы вы ни ждали, вы должны очень похлопотать о себе, вы должны, опять же, простите, поверить в себя, вы должны игнорировать соперников, может быть, менее даже ревностно нужно относиться ко всем вот таким вот историям, там, если вы себя с кем-то сравниваете, сейчас не время для этого сравнения, и вы должны каждый день закладывать для себя какое-то время для подвига, как барон Мюнхгаузен. В 7 утра подъем, в 8 утра подвиг. То есть это время подвигов для вас, которые тем более доступны, тем более интересны, тем более продуктивны, когда вам с этими подвигами помогает сама судьба. Но вы знаете, это сложный набор довольно карт, потому что здесь от скорпионов требуется найти вот эту вот золотую середину, то есть провести какой-то грамотный водораздел между чем и чем, да, между вот тем куском судьбы, теми задачами и явлениями, которыми заведует ваша судьба, то есть колесико-то судьбы должно крутиться свободно. Вот. Это не штурвал вашей воображаемой, предполагаемой будущей яхты на 130 метров. Угадала я? Вот. Оно должно крутиться само по себе. А с другой стороны, предполагаются ваши усилия. И вот как это сопоставить? С одной стороны, вы совершаете подвиги каждый день с силой и ответственностью, с какой-то скоростью, с какой-то даже дерзостью, беретесь за собственные дела. А с другой стороны, как будто отпускаете течение, ход этих дел, на усмотрение ангелов и судьбы. Но я уверена, что у вас это получится, тем более, что вы прослушали наши советы, наши с картами советы. Поэтому, да, хлопочите, старайтесь, напрягайтесь, побеждайте, не бойтесь трудностей и при этом абсолютно полагайтесь на судьбу и доверяйте судьбе, вот тогда она вам поможет. А мне кажется, еще, знаете, что подходит, какие устойчивые выражения к такому набору карт? Например, иногда говорят: везет тем, кто везет. Вот, прям карты буквально для вас. Видите? Везет, да, тем, кто везет. Вы везите, и вам повезет. Также есть еще пословица такая: под лежачий камень вода не течет, да? Вот, вы не лежите, вы двигаетесь, перестаете быть тем самым лежачим камнем, а вот та самая мельница судьбы, которая ту самую драгоценную воду подгоняет, да, как бы условно, заставляя все процессы, все явления в вашей жизни двигаться к наилучшему результату. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели это гадание, послушали мою сказку. Очень надеюсь, что мы были вам полезны. И увидимся.